Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. Сегодня делаем очередную серию нашего мега-популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас». Будем при помощи колоды Таро «Колесо года» смотреть, что меняется в жизни вашего мужчины. Визуализируйте, пожалуйста, этого человека. Назовите его имя, представьте его. Я же благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты. Низкий поклон каждому из вас, кто присылает мне такие бесценные подарки. Отдельная благодарность также моим спонсорам. Благодарю вас за ваши комментарии, за лайки, за подписки, за любой из способов поддержки моего творчества. Очень нежно всех вас люблю. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Колода Таро «Колесо года». Чем-то расстроен мужчина. Скучно, грустно, может тосковать, возможно, по ушедшим отношениям, или же чем-то обижен этот мужчина. Но, в общем, на душе далеко нехорошо. Видите, девушка здесь сидит за окошечком, в окошечко стучит дождь, пасмурно, на улице явно облачно. И здесь стоят полные чаши, но она даже на них не смотрит. Она как-то смотрит так печально на небо и думает, когда же эти облака, наконец-то эти тучи разойдутся. И снова засияет солнышко. Вот такое сейчас состояние у этого мужчины. Еще какие энергии? Да, еще и отшельник вышел. Ну, как-то что-то мужчина не в самом лучшем расположении сейчас духа. Чувствует себя одиноким, чувствует себя покинутым всеми, возможно. Чувствует холод на душе. Как-то не очень сейчас мужчина себя чувствует весело. Да, одиноко, я бы так сказала. Что уходит из его жизни? Что наоборот вступает в свои права. Кстати, у кого-то из ваших мужчин здесь могли быть разборки, судебное разбирательство или же что-то связанное с чиновничьей машиной. Я не знаю, что. Может быть, миллион разных ситуаций, вы понимаете прекрасно, да? Возможно, документы какие-то оформлял или что-то, ну вот с госорганами что-то связанное для многих из вас. Или же здесь так, что он, грубо говоря, получил по шапке. Кармический бумеранг к нему прилетел совсем недавно. За то, что он делал нехорошее, в прошлом ему прилетел бумеранг в виде не очень приятных событий. И вот сейчас мужчина это как раз и переживает. То есть он получил по заслугам. И сейчас, конечно, это вызывает у него самые сложные эмоции. А что происходит в его жизни прямо сейчас? Давайте посмотрим. Ну вот, зима в душе. Слушайте, ну как-то все у него так прям печальненько. Так прямо как-то холодно очень. Холодные энергии такие. Вообще мужчина устал. Он хочет остановиться, он хочет в прошлом оставить все, что надо оставить, хочет какие-то дела завершить, хочет проблемы решить, потому что они у него есть. Ищет способы, но у него нет даже, вот честно сказать, энергии на то, чтобы эти способы разрешения всех проблем, которые у него на данный момент есть, чтобы найти способ решить их. Нет даже сил, энергии, он обесточен, он на очень низком энергетическом сейчас заряде находится. Вот так. Что этот мужчина, что его волнует сейчас? Давайте-ка спросим. Что волнует его? Ждет известия от кого-то. Этот человек ждет, что кто-то ему или напишет, или позвонит, какую-то хорошую весть пришлет. Да, и он находится в ожидании. Что он скрывает от вас, и вам нужно об этом знать? Ну, сердечную боль, переживание, страдания у кого-то. О чем-то этот мужчина очень сильно переживает. Сейчас, или же вы же знаете, что этот расклад он у нас отыгрывается вчера, сегодня, завтра, и небольшие еще временные промежутки до и после. Поэтому или это уже происходило недавно, или это происходит прямо сейчас, или же нам показывает ближайшее будущее. Душевная боль из-за чего-то переживания. Если у мужчины сердце не на месте, душа не на месте. Что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. Ну и опять смотрите, что пятерка пентаклей. Плохо ему, на душе плохо. Что-то как-то мужчина наш сегодня в таких энергиях вялых, очень тяжелых. Что хотел бы вам сказать? Плохо ему. Зябко, на душе пусто, холодно. Сидит он под этим грибочком, под мухоморчиком. Дождь идет.
Уже и ноги намокли, вообще он весь промок, и холодно ему, даже и встать не хочется, и пойти в дом погреться. Как-то так. Совсем что-то раскис наш мужчина. Надо дух ему поднять. Жизнь, она такая, полосатая, не бывает всегда хорошо. Когда хорошо, вот знаете, много таких есть мудрых высказываний на тот счет, что когда хорошо, не рассчитывай, что это будет всегда, готовься к тому, что будет что-то не очень. А когда не очень, радуйся, потому что завтра все наладится. Вот так и хочется этому мужчине сказать. Мысли о вас есть? Если да, то какие? Да, конечно, есть. Смотрите, как он выглядывает, смотрит. Ау, ты где? Напиши, позвони, проявись ко мне. И может думать о том, что вы его также ждете. Стоите, держите у лба ручку свою прелестную и смотрите туда куда-то за горизонт. А вдруг сейчас милый появится из-за горизонта. Ну, в общем, вот так думает, да, думает об известиях, об общении с вами, о том, что, возможно, ждете его, вас может ждать. Эмоции какие сейчас испытывает этот мужчина? И испытывает ли вообще эмоции? Вы знаете, я не могу сказать, что сейчас прям рассвет эмоций к вам, да и вообще, потому что мужчина полностью занят сейчас своей материальной сферой. У него что-то там нехорошо, судя по всему, потому что все арканы сложные вышли. Или же еще, знаете, если на работе все более или менее неплохо, то он старается отвлечься именно на работе и в повседневных заботах от тех проблем, которые возникли в других сферах его жизни. Уходит в работу с головой для того, чтобы не думать о плохом. Так что больше тут не о вас сейчас речь идет. Наблюдает ли за вами, интересует ли его ваша жизнь? Для него ваша жизнь, она покрыта тайной, занавесом тайны. Он, может, и хотел бы что-то о вас узнать, но не очень-то получается. Хотелось бы, да. Насчет того, чтобы прям наблюдал в открытую, не могу сказать. Но у него как-то на душе сейчас плохо и не до того, в общем-то, чтобы и наблюдать за вами. У него есть страхи, что если он что-то о вас узнает, возможно, это его не порадует. Именно по этой причине он может и отказываться от того, чтобы за вами следить и собирать информацию о вас. Говорит ли с кем-то о вас? Если да, то что периодически, да. Тут вообще по этому аркану 50 на 50. Можно сказать, что для половины аудитории да, для половины нет. Но вообще для большинства из вас он периодически с кем-то может о вас говорить. С разными людьми. То есть не с одним человеком, а как будто несколько человек может быть, с кем он может о вас что-то говорить. Но, конечно, для части из вас будет так, что нет. Потому что колесо фортуны – это 50 на 50. В эти дни, когда он проснулся утром, он думал о вас? Первая мысль была о вас, да. И эта мысль была с любовью. Люблю ее, моя пара, моя любимая женщина. Возможно, вы мать его детей, или он вас видит матерью своих детей. Да, первая мысль утром была о вас. Причем мысль с любовью. Это очень хороший аркан. Вечером. Думал ли о вас? Тоже думал. Может, общался с вами вечером. Или если вы с ним сейчас не общаетесь, находитесь на паузе, расставание сейчас, то, возможно, он ждал, что вы напишете ему, ждал известия от вас. В течение дня были мысли о вас? Да. Ну, смотрите, тут мужчина прям наполнен самыми позитивными, самыми прекрасными эмоциями в отношении вас. Тут можно даже многим сказать, что есть чувства. Прям реально чувства есть у мужчины. Он думает о вас так. Сплошная любовь. L'amour. Прям четко, посмотрите, что все три аркана, они великолепны. Все чаши, все кубковые. То есть он думает о вас самыми позитивными чувствами. И чувства, эти эмоции довольно глубокие. Да, что это с ним? Такие сложные энергии вдруг на тебе. Как у него атмосфера дома? Если вы живете в разных домах, как он там себя чувствует, что у него сейчас? Новые планы, новые какие-то задумки есть, связанные с чем? Ну вот он хочет выйти из какой-то сложной, затруднительной ситуации, хочет как пробиться, вот знаете, и ищет как будто пути для этого. Выйти из сложной ситуации, пробиться через какой-то дремучий лес, пройти и выйти наконец-то на ясную, красивую опушку, полянку. Вот. А лучше на какой-нибудь обрыв скалы, чтобы увидеть перспективу впереди, чтобы открылась панорама шикарная. Ну, в общем, что-то там дома у него такое происходит. Ищет пути выхода из сложных обстоятельств. Теперь давайте переходить к вопросам для тех, у
кого расставание сейчас? Он хотел бы вас вернуть? Ну, вообще да, но он понимает, что если вас возвращать, то нужно тогда отношения переводить на новый уровень. Иначе, возможно, смысла нет. А он готов их переводить на новый уровень? Ну, это спорный вопрос. Спорный вопрос, потому что у вас, судя по всему, отношения не такие простые. Вы тут два лидера с очень сильными характерами, можете что-то друг другу доказывать. Как я люблю карты Таро за то, что они настолько красиво, ярко, красочно сами за себя говорят. Вот я вам сейчас трактую, не зря же я вам показываю все карты, я это очень люблю делать. Для того, чтобы вы сами понимали, насколько это тонкий, насколько это мудрый, замечательный, великолепный, глубокий инструмент карты Таро. Готов ли? Ну вот спорный вопрос, видите? Не знает. Во-первых, у него в душе идет борьба, а во-вторых, он не знает, а вообще получится ли и что будет дальше, потому что у вас какое-то противостояние здесь с этим мужчиной. Ждет ли от вас первого шага? Ну, как бы, знаете, королева мечей, она такая холодная, отстраненная. Тут сложно сказать. С одной стороны, вроде как да, с другой стороны, он не знает, а каким этот шаг может быть. А вдруг вы сделаете такой шаг, что как рубанете, как отсечете, все. Пресечете. Поэтому здесь тоже спорный вопрос, весьма и весьма. С одной стороны, да, с другой стороны, кто его знает, как эта королева поступит. Если уже явился вчера, сегодня, завтра, или явится в ближайшее время искренней энергии, или как. Он вернулся, потому что когда вы с ним расставались, у него это было в планах вернуться. То есть он знал, что это не расставание. Он все равно вернется. А почему? А потому что у вас с ним действительно чувства. А потому что у вас с ним история отношений. Потому что у вас много интересных, очень эмоционально моментов в отношениях было. И он считает, что это вовсе не обуза и не бремя. Это его очень ценный, так сказать, груз, кладь его личная. И он не собирался, на самом деле, когда ушел, он знал, что вернется назад. Походит, поищет счастье, возможно, где-то что-нибудь там, какие-нибудь новые дали посетит, а потом все равно вернется обратно. Вот так. Если... Нет, давайте так спрошу. Ваша правильная тактика поведения сейчас с этим мужчиной? Ну, во-первых, не надо драматизировать ничего с ним. Надо как-то проще на него смотреть. И, конечно, королева жезлов, она кто? Что это за дама-то? Это дама, которая живет в первую очередь для себя, любит себя, наслаждается обществом себя самой. Она веселая, она интересная, она яркая, она очень оптимистичная. Как-то вот, знаете, здесь одна дама у нас нарисована на этом аркане, да, и посмотрите на нее, какая она замечательная. Радуйтесь жизни, живите, наслаждайтесь своей жизнью. Первым делом ваша жизнь, а мальчики потом. Тем более вот этот мальчик. И пусть он видит, что вы живете и кайфуете просто от самого процесса жизненного и от себя самой. Это важно на самом деле и для вас, и вообще для ваших отношений. Если предстоит в ближайшее время некая дата, с которой он должен вас поздравить, в теории был бы, если бы вы были вместе, но вы в расставании. Может ли он вас поздравить? Если такая вероятность есть, а он вообще собирается это делать? Ну, вообще, да. Если вы с ним поссорились или просто перестали общаться, у него есть такое намерение ваш день рождения использовать как повод для перемирия и для того, чтобы начать все сначала. Я сразу подчеркиваю, что, во-первых, это общий расклад, во-вторых, нам показывают лишь вероятности. Будущее предсказать невозможно. Мы видим лишь вероятные образы будущего, поэтому настраивать себя на то, что он прям вам напишет, не стоит. Поздравит, да? Но для очень многих из вас, здесь мужчина мало того, что планирует, весьма вероятно, что он вас поздравит. И знаете еще почему? Ну, потому что вы любимая, потому что вы нежно, трепетно любимая женщина. Поздравит, не поздравит, уже даже не столь важно, но относится он к вам как к королеве кубков. Нежное отношение к вам. А если предстоит дата, с которой вам вроде как нужно его поздравить, но вы не знаете, стоит это сделать или нет. Стоит ли это сделать? Стоит ли его поздравить? Вы сейчас в расставании. А здесь, знаете как? Если вы расстались из-за того, что у вас треугольник, мужчина был неверен, мужчина обманывал, мужчина изменял,
и у вас, или у вас есть прям конкретные подозрения, или вы четко это знаете, то нет, сейчас не стоит. С этим нужно повременить. Именно подождать. Подождать. И потом, как вот вчера у нас было в раскладе, время покажет. Вот здесь и так тоже. Время покажет, вы через время захотите его еще поздравлять или нет. Вот, здесь так вышло. Только для тех, у кого присутствует ситуация треугольника. Или же еще, знаете, если вы не свободны, тоже не стоит. Пока не стоит этого делать. То есть, если вы в отношениях с каким-то мужчиной, и вы с ним расстались из-за этого именно, пока не стоит. А для тех, у кого нет треугольника, стоит ли его поздравить? Ну, как-то тоже нет. И в том, и в другом случае здесь будет ответ лучше нет, чем да. Потому что это может вас, результат вас может разочаровать, расстроить. Ну, вот так. Решайте, конечно, сами. Но энергии нам показали такие. Как этот мужчина считает, вы к нему относитесь сейчас? Какие чувства испытываете? Как к нему относитесь? Ну, считает, что нужен вам, да. Считает, что прям вот хорошо вы искренне, открыто к нему относитесь. Очень часто у вас бывают, может быть, споры или непонимание, столкновение ваших интересов. Вы вот как в борьбе в некой здесь пребываете. Это может быть не такая вот реальная открытая борьба, может быть, скрытая. Но несмотря на это, несмотря на то, что оба лидеры, что не всегда все просто бывает, что вот так вы можете скрещивать свои шпаги, здесь сабли, но однако же отношение у вас к нему очень хорошее, позитивное. Он вам нужен, он считает. Вот так. Что-то вам дает такое, что никто другой не даст. Уж не знаю, что он там себе думает по этому поводу. Так, и еще будет вопрос. Еще, если вы сейчас надумаете уйти, его реакция. Ну что вы, с ума сходить будет, обалдеть. Как такая женщина, она что, собирается от меня уходить? О, он будет взбешен, девочки. И если вы решите уйти, это такие энергии в его сердце горячие возбудит. Проснутся самые яркие, самые огненные, самые такие страстные энергии. Он не захочет вас терять, конечно. Он будет обижен, оскорблен до глубины души. Как так? Вы уходите от него. Только тогда он действительно поймет, какое вы сокровище, какая вы драгоценность, вы бесценны в его жизни. Для него это будет очень тяжело. Это просто удар ниже пояса однозначно будет, если вы решите это сделать. Уж не знаю, какие он тут манипуляции может включить. Может быть, даже какие-то резкие слова, абьюзивные прям действия, чтобы вас удержать. Но это потому, что он реально не захочет вас терять. Если он вас просто так отпустит, то знайте, что в душе там просто вулкан страшный. И этот вулкан в любой момент может начать извергаться. Да. Планирует ли этот мужчина дальнейшее развитие отношений с вами? В каком формате? Да, планирует. Тут очень искреннее к вам отношение. Тут, девочки, абсолютно не важно, вы с ним продолжаете отношения или расстались. Этот мужчина хотел бы быть с вами. Здесь искреннее желание. Не знаю, насколько у него получается это желание осуществлять. Я вижу, что далеко не у всех получается. Но желание с вами быть есть. Да. По аркану Солнца однозначно, абсолютно. Пожалуй, все спросила. Если что-то упустила, прошу извинить. Значит, в следующий раз обязательно спрошу. И сейчас будет блок вопросов для тех, у кого, к большому сожалению, но есть соперница. Так бывает в жизни. Что у него с соперницей в том случае, если таковая присутствует в вашей жизни? Они совсем недавно с ней пережили сложную достаточно ситуацию. Ситуация эта связанная, я так скажу, для части зрителей с его отношениями параллельными с другой женщиной, а для части будет здесь ситуация отношений этой женщины еще с кем-то. То есть они пережили сложные достаточно моменты.
все это дело грозило даже расставанием, и это было реально тяжело. Но что-то здесь такое произошло, что эти люди смогли примириться, что эти люди смогли найти общий язык. То есть они вышли из очень такого крутого пике. Пике могло быть связано с теми причинами, которые я вам озвучила, но им удалось, этим людям, отношения сохранить. И, ну, я не знаю, не могу сказать, простить друг друга или что, но как-то им из этого удалось выйти. Хотя было сложно, было тяжело. И, ну, они были на грани, можно сказать так. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна вам, как всегда, за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы, кто еще не подписался. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопочкой подписки на YouTube, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, нежно люблю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.